Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Эхо Питера. Меня зовут Саша Карельский, и я очень рад нашей с вами встрече. Вы знаете, к нам на почту приходит огромное количество писем, многие из которых похожи на диссертации. И вот как раз одно из таких писем я бы хотел вам сегодня прочитать. Вы знаете, оно показалось мне настолько глубоким и содержательным, что я хотел им с вами поделиться. Усаживайтесь поудобнее, обещаю, будет интересно. В соцсетях распространяют все. Они знают про него все. Вы понимаете? Я столько про Димаша узнал, наверное, он сам про себя столько не знает. О себе. Абрелева Майра Магзумовна, кандидат психологических наук, член-корреспондент Международной академии психологических наук. Думаю, что, называя его феноменом, подразумевают два смысла. Первое – необычный факт. Человек, обладающий исключительными способностями. Уникум. Второе. Откуда и зачем он? Оба смысла связаны. О них ниже. Вокал уникален. Его в первую очередь нужно отнести в заслугу свыше. Божественный дар в прямом смысле. Но ведь это не новость. Он бывает и у других с разной степенью выраженности. У нас много талантливых исполнителей. Кто-то движется вперед, а кто-то становится тойским, обслуживая тои и корпоративы. Судьба дара разная в зависимости от понимания и отношения к нему самого носителя. Известно, никто не может служить двум господам. Одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Дар как дается, так и отнимается. Примеров жизненных драм и личных трагедий, не всегда осознаваемых самим человеком, в творческой среде много. Что держит Димаша на прямом пути и делает феноменальным? Первое. Понимание им того, что его голос – это только дар. Не более чем потенция, ресурс, инструмент для далее все его мечты и устремления по списку. У Димаша дар живет и развивается. Он не повторяется в творчестве никогда. Даже во втором исполнении одной и той же песни не возникает ощущения дежавю. Вот здесь его заслуга. Он хорошо знает свое место посредника, понимает временность своей известности и внутренне к этому готов. Истово и самоотверженно служит дару, 99% труд. Отсюда постоянная самоактуализация потенциала. Он пытается овладеть в совершенстве своим инструментом, чтобы получить для себя и подарить тебе свое понимание главного и наслаждение музыкой. Артист в прямом смысле. Поэтому любовь слушателей во всем мире не случайна. Совершенное пение, абсолютное донесение и вхождение в душу каждого. Перевод не нужен. Знание языка тоже. Один из немногих случаев, когда понимаешь, что музыка – это универсальный язык. Отсюда и его наднациональность. Второе. Мужество следовать своим ценностям и убеждениям вопреки ожиданиям, осуждениям и устоявшимся классическим канонам. Думаю, что вся интенция его сознания направляется не тщеславием, а ценностями любви к песне и уважения к людям, слушателю. Все это вкупе с желанием состояться и остаться человеком среди людей уберегает его от звездной болезни. Не случайно любовь людей. Стремление быть рядом, соприкасаться. У людей, особенно в СНГ, есть огромная потребность в прекрасном, в истинном искусстве и, конечно, уважении, любви к ним. Усталость от навязчивых кич-культуры, ширпотреба, даже если это называют искусством или звездами. Вообще потребность в том высоком, которое несет культура, в том числе в поведении, общении и так далее. Безусловно, на вкус и цвет товарищей нет, но вкус бывает хорошим и плохим. Он стал таким после коммерциализации культуры и искусства, когда пропуском на сцену, экран стали деньги и плохой вкус тех, кто оценивает. В меньшей степени талант. Что нужно для воспитания вкуса? Среда, эталоны. Лучше и проще, чем академик Лихачев, о них не скажешь. Как определить, какая она эта линия, нарисованная на бумаге? Только сравнивая с другой, можно понять то, насколько она длинная, ровная или толстая и так далее.
Не бывает напрасным прекрасное. Стать таким вторым невозможно и не нужно. Его миссия в другом – прочертить линию для других. Говорят, он учит прекрасному. После него трудно слушать других. Объективность требует сказать, что есть и те, кому Димаш не нравится по разным причинам. Одна из них – некоторые нынешние 30-летние не могут есть натуральное сливочное масло, потому что в раннем детстве, которое пришлось на перестроечное дефицитное время, родители вынуждены были кормить их сливочным спредом вместо масла. Можно ли их винить в отсутствии вкуса к хорошему продукту? Третье. Убеждена, что особенные люди не появляются случайно, причем в определенное время. Это отдельный и большой вопрос. Вызов времени, вызов истории под Тойнби. Как угодно. Тот эффект, который производит его творчество на искусство и людей, на мой взгляд, объясняется его пассионарностью. Лев Николаевич Гумилев считал ее основой и механизмом этногенеза, культурогенеза. Проще говоря, пассионарность определяет интенсивность развития этноса и культуры. По его мнению, пассионарностью наделены почти все люди. В зависимости от ее уровня они представляют три типа личностей – пассионарии, субпассионарии и гармоничные. У Димаша ярко выражены все признаки пассионария. Во-первых, это энергоизбыточность, при которой организм не накапливает энергию впрок для себя, а всю полностью расходует во время работы. На уровне поведения это проявляется в высоком стремлении к реализации своей цели, в высокой продуктивности. Все, кроме цели, отходит на второй план – брак, дети и так далее. Великие полководцы могли не спать сутками. Конечно, на это способны, например, и матери у постели больного ребенка, но только эпизодически, на время, при этом истощаясь. А пассионарий в драйве всегда и устает до изнеможения, игнорируя инстинкт самосохранения и здоровья. Своей жизнью и смертью такие люди приближают будущее, притворяя его из идеала в действительность. Они не могут по-другому расходовать специфическую энергию. Где пассионарии, там и действие, утверждал Гумилев, указывая на пассионарность Иисуса Христа и Цезаря. Хотя один призывал к миру, а другой к войне. Это мотор, а куда будет направлена энергия – другое дело. У Димаша одна из миссий – напомнить о том, что we are one. Все прекрасны по-своему и равны перед Богом. Во-вторых, пассионарии меняют окружающий мир, взрывая инерцию среды. Это их миссия. Димаш меняет устоявшиеся представления об оперном или эстрадном искусстве, ломает застывшие рамки и каноны. Для него здесь нет табу. Отсюда, думаю, и вот такая тяга к кроссоверу, позволяющему двигаться, сочетать несколько разных стилей, новым интерпретациям песен, включая традиционные, народные и так далее. Об этом больше и лучше скажут специалисты. В-третьих, пассионарии заряжают энергией и заряжают идеями, вдохновляют. Это тоже их миссия. Они создают то пассионарное напряжение, которое активирует рядом находящихся. Не вытесняют, не подавляют, а объединяют и укрепляют. Вот это, наверное, хорошо чувствует Дерз Димаша и его соратники. Вы это наблюдаете, например, в психотерапевтическом и исцеляющем эффектах. Никакой мистики. Кто-то слушает его каждый день, напитываясь этой энергией, и день действительно проходит хорошо. Почему? Его творчество поднимает над всем, что вселяло неуверенность, делало рабом уныние и так далее. Очищающая и возвышающая сила настоящего искусства. Можно сказать, это его показатель. А Вознесенский об этом переживании писал. «С души все спадает рабское, внутреннее, когда я вхожу в прорабскую Цветаева и Третьякова». Димаша тоже отношу к прорабам духа. Его творчество у многих меняет мотивацию избегания неудачи на мотивацию достижения. Это можно наблюдать из появившихся желаний завершить заброшенные прежде дела или увлечения.
выучить иностранный язык, начать новый проект и так далее. В общем, вернуться или начать то, что не хватало духа или не видел смысла. И, конечно, объединительная братская сила. Мы вместо «я». Многие из Диарс лет 5 назад и представить не могли себе, что им захочется больше узнать и прочитать о другой стране и других людях. Поехать туда, познакомиться и переписываться, вместе переживать и поддерживать друг друга. Лихачев, если не ошибаюсь, в рецензии к монографии Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» отнес открытие пассионарности крупнейшим достижением науки, ставящим его автора в один ряд с Вернадским, Циолковским, Чижевским и другими. Хотя были ученые, относившиеся в то время к пассионарности с осторожностью, из-за того, что ее источником Гумилев считал космическую энергию. Предположение, что бурные энергетические всплески Земля получает не от Солнца, а из космоса, он обосновал тогда с помощью данных американского астронома Джорджа Эдди. Сегодня таких данных гораздо больше. Интересно, что по некоторым данным, источник не помню, нужно искать, Димаш, как и Майкл Джексон, родился в гиперполнолуние. Все может быть. Лара Фабиан назвала его космическим мальчиком, имея в виду, наверное, вокальные данные. В любом случае желаю всех благ вам и всем тем, кто ему помогает и поддерживает. Пусть осуществляется его мечта о том, чтобы все в этом мире жили счастливо и хорошо. Алга. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.